Всем привет, это видео о том, что может помочь вам поднять свой ММР в мехабеллум. Как победить более сильных противников, чем вы сами. Как мыслить в играх так, чтобы ММР пошел вверх. После того, как мы изучили такую базу, как какой юнит какого контрит, нужно научиться правильно выстраивать последовательность своих действий для достижения победы в битве. Я буду рассказывать именно о своем подходе к игре. Он, конечно, не всех может устроить, многие играют не так, как я. Тем не менее, практика показывает, что тот подход, с которым я подхожу к игре, работает. Сейчас я занимаю 4 место в мире по боевой мощи и недавно забрал титул чемпиона на 33-й Европе. Так что, думаю, мне есть чему вас научить. Итак, первое, что вам стоит принять и понять. Вы делаете не то, что хотите, а то, что дает результат. Любое действие в игре можно оценить, насколько оно было верным с точки зрения приближения вас к победе. Есть также действия, которые не приносят результат сразу, но закрывают возможные нападения противника в будущем. Это может быть ранняя защита от воздуха в виде мустангов или что-либо еще такое. Теория игр говорит нам о том, что существуют доминирующие стратегии. Если мы определим доминирующую стратегию противника, дающую ему самый лучший профит, нам будет легче принимать решения. Закрывшись от самого лучшего хода, мы одновременно с этим усиливаем свою армию. Мехабеллум — это игра постоянных улучшений своей армии. В нем есть многие каноничные наборы юнитов, органично сочетающие в себе как уничтожение вражеского воздуха, так и разбор всех наземных юнитов. Например, мы определили, что самый лучший ход противника — это поставить васпов. Понимая это, мы ставим мустангов, имея в своей армии уже фениксов или снайперов, например. Наши слабости мы оборачиваем в наши сильные стороны, а наши сильные стороны усиливаются вместе с закрытием брешей в обороне. Второй принцип. Стараться исключить предсказуемость своих ходов. После многих сотен часов я заметил, что игра, в которой я иду по предсказуемому сценарию, предсказуемому для оппонента, может стать проигрышной. Как я стараюсь убрать предсказуемость в игре? Я добавляю случайные ходы. Случайные ходы — это те, которые происходят без какой-либо причины. Они могут сбивать с толку оппонента, ведь я могу потратить минимум ресурсов на какое-либо случайное нападение во фланг, в то время как оппонент станет защищать этот фланг в 2-3 раза дороже, чем я потратил на это ресурсов. Продажа юнитов также стала моей любимой обилкой, дающей возможность перестроить свою армию и направить ресурсы в тех юнитов, которые работают лучше против того, что я ожидаю от своего оппонента. Как еще можно исключить предсказуемость? Наверное, стоит уметь разыгрывать самые разные тактики и вообще иметь большой уровень понимания игры. Также важно понимать, что есть плохие случайные ходы, которые могут и не помочь особо вам. То есть эти два принципа, описанных выше, должны органично дополнять друг друга. Не должно быть такого, что вы делаете случайный ход, полностью руинивший вашу армию или экономику. Вы можете делать только те случайные ходы, которые принесут результат в случае успеха. Используя слабые стороны противника, мы усиливаем свои сильные. Закрывая свои слабые стороны, мы усиливаемся глобально. Надеюсь, это видео было полезным. И если вам интересен такой формат, могу начать углубляться в тему психологии, теории игр и применения ее в мехабеллуме. Возможно, с какими-то конкретными примерами могу рассмотреть игры против сильных игроков и рассказать, почему были приняты те или иные решения. Всем спасибо, всем пока.